Всем привет! Добро пожаловать на канал Xprime. В этом видео мы рассмотрим очередной отчет разработчиков, скриншоты нового интерфейса меню, новый дизайн Титана Mao и правки ребаланса. Приятного просмотра! Не могу не сказать пару слов касательно поддержки канала. Прошлое видео ленивый отчет побило рекорды по числу пальцев вверх. Очевидно, что данный формат пришелся вам по душе, поэтому я не собираюсь останавливаться на достигнутых успехах. Продолжайте делиться вашим мнением в комментариях и спасибо за вашу поддержку. Во втором отчете разработчики обозначили, что работа над обновлением близится к стадии завершения. Осталась тонкая настройка с предварительным внутренним тестированием. Начнем мы с обзора новой версии Титана Mao. Весной 2019 года разработчики представили первый концепт этого Титана. Кому-то он пришелся по вкусу, кому-то нет. Полгода Титана дорабатывали, как говорил разработчик, он готов, но его шлифуют. Спустя это время был представлен второй вариант, слегка видоизмененный. Для сравнения я оставлю оба скрина. По большей части шлифовка коснулась в изменении окраски. Сравнивать по геометрии модели сейчас не представляется возможным, так как возможно первый вариант представлен без апгрейдов брони, фактически голым. А второй вариант уже прокачан и имеет навесную динамическую защиту. На первый взгляд заметен даунгрейд визуальной составляющей модели и снижение качества текстур. Возможно, проведена значительная оптимизация под мобильные устройства. Также ранее говорилось, что новая версия Титана Mao будет как скин, что подразумевалось как отдельно приобретаемая обертка для изменения обычной версии. Но как теперь выяснилось, это будет отдельно новый Титан, которого придется апгрейдить отдельно. По техническим характеристикам новая и старая версии будут одинаковыми. И скорее всего первое время после обновления Титан будет доступен в качестве награды и не будет продаваться в магазине. А что вы думаете насчет нового Титана? Обязательно делитесь мнением в комментариях. Старая версия интерфейса меню была временной заглушкой, сделанной на скорую руку. Многим игрокам она пришлась не по вкусу. Сине-зеленые цвета, высокая контрастность и малопонятная структура взаимодействия снижали интерес и желание работать с ангаром, воспринимать любую техническую информацию касательно титанов и оружия. Также старый интерфейс тормозил дальнейшую разработку игры, так как он не позволял реализовать новые фичи, такие как чат, кланы, таблицы лидеров и ежедневные задания. А год назад разработчики устраивали для игроков творческий конкурс, в котором были представлены фан-работы с интересными решениями для внедрения. Часть этих решений разработчики реализовали в своем новом интерфейсе. Цветовая палитра нового меню изменилась с холодного синего оттенка на теплый оранжевый. Понизили свечение и изменили шрифты. Возможно, разработчики пока думают, как лучше настроить и оптимизировать интерфейс, и скорее всего будут собирать обратный отзыв с вашим мнением. На мой первый взгляд, новый интерфейс выглядит неплохо и скорее всего будет иметь такую же вариацию управления ангаром, как и было при старом. В целом новый интерфейс выглядит более логичным, но ясно станет после тестирования. А здесь представлена таблица лидеров, где игроки могут увидеть свое место или место другого игрока в рейтинге. Количество проведенных боев, победы, поражения, ничью и счет. Также таблица лидеров имеет 4 вкладки: топ недели, топ месяца, топ года и глобальный топ. Каждая вкладка имеет свой таймер обратного отсчета, обнуление которого сбрасывает все достигнутые результаты в заданных временных рамках. Наиболее интересным, по нашему мнению, является поле награды, в котором представлены призы для игроков, занявшие определенные места в таблице. На примере с 1 по 10 место игрок может получить новую версию Титана Mao T3. Возможно, награды после тестирования поменяются. Также при более детальном изучении скриншотов нового интерфейса выявлены новые планируемые игровые фичи. Например, платная смена игрового ника за энергетические батарейки. Стоимость переименования будет один раз в месяц бесплатной, а затем в прогрессивной шкале стоимость будет увеличиваться при каждой смене никнейма. Цель изменений состоит в том, чтобы сделать игровой ник представителем, идентифицирующим игрока для игрового сообщества, а не средством выражения мыслей, настроения или троллинга.
Для этого необходимо ограничить возможность переименования, но оставить эту возможность в качестве крайней меры в случае ошибки или действительно веской причины. Поэтому каждая новая попытка в течение месяца будет стоить все больше и больше. Однако такое имя как Titan 1, 2, 3, 4, 5 недопустимо, хотя вы можете использовать похожие символы из других языков для воспроизведения чего-то похожего. Подтвердилась информация касательно отрицательного изменения Титана Баклан. Как ранее говорилось, на точность оружия будет влиять скорость в полете и падении. Разработчики объяснили это тем, что стабилизировать оружие в условиях полета на высоких скоростях сложнее. В дальнейшем разработчики планируют развивать механику стабилизации для всего оружия в игре, не только для летающих титанов, но и для наземных. Дестабилизация оружия и увеличение разброса в движении получит свое продолжение. Появятся новые апгрейды для оружия, связанные с повышением точности стрельбы. Но вернемся к нашему бедолаге Баклану. Ему немного будут уменьшены углы склонения легкого оружия. Насколько меньше, непонятно. Здесь цифры разработчики не привели. Но вести огонь по противнику, летая прямо над ним, будет более затруднительно. Также Баклану увеличит коэффициент обнаружения в полете до 120%. Рестарт двигателей будет тоже увеличен и составит 5 секунд. Проще говоря, Баклан подвергается нерфу в огневых возможностях, чему естественно не рады обладатели этого титана. Конечно, будут тесты и обратная связь, где все могут высказать свои за и против ребаланса титана, до финальных правок и запуска в релиз. А что вы думаете сейчас касательно предварительных изменений титана Баклан? Поделитесь своим мнением. Ракетное самонаводящееся вооружение подвергнется изменениям в положительную сторону. Дальность ракет с самонаведением не будет зависеть от траектории полета, а запуск ракет с самонаведением будет заблокирован, пока не будут захвачены цели на дистанции поражения для минимизации случайных залпов. Мучители также рассматривают для изменения в сторону снайпинга. Но чтобы не перегружать балансными правками, механика работы мучителей будет изменена в обновлении 2.5. Планируемый новый вариант снайперского мучителя представляет собой один выстрел с последующей долгой перезарядкой обоймы. Переработают апгрейды для обоймы мучителя, позволяющие увеличить размер обоймы до 4 снарядов. Также улучшения могут уменьшить интервал между выстрелами в обойме и время перезарядки обоймы. Урон снаряда будет увеличен, а кривая падения урона улучшена. Скорость полета снаряда существенно возрастет. Продолжая тему снайпинга, я хочу напомнить, что в игре заложена механика кратного увеличения для снайперской стрельбы. Возможно, что с введением ребалансных правок для снайперского мучителя будет также включено тестирование снайперского режима для стрельбы по удаленным целям. Также разработчики планируют доработать останавливающий отталкивающий эффект от импульса при попадании снарядов. В будущем эффект от попадания сильнее уменьшится с расстоянием, и физика приложения этого импульса будет скорректирована. Разработчики перерабатывают рельеф горных троп для усложнения жизни титаном Тирпиц. Делается для того, чтобы тяжеловес не мог забираться на самые удобные высокие вершины игровой локации, и я в принципе с этим согласен. По моему личному мнению, занимать огневые позиции высоко в горах и делать засады – это особенность паукообразных титанов с механикой карабкания по отвесным скалам. Надеюсь, в будущем это изменение коснется остальных, и по тропам будут ходить титаны, не обладающие механикой прыжка или карабкания. Как итог, и мое личное мнение, разработчики слишком много внимания уделяют теме ребаланса, и вполне возможно, что при текущих возможностях небольшой команды тема постоянного ребаланса служит для увеличения числа слов в новостях о проделанной работе. Жаль, что обновление на самом деле не скорое, а давно запоздало, ведь по сути из нового мы увидим только новый скин для МАО, без каких-то новых механик и спецспособностей, новый интерфейс меню и рейтинговые таблицы. Все это ожидалось в июне этого года. 21 декабря будет увеличена награда батарейками за бой в 2 раза, а 25 декабря всем игрокам добавят 5 дней инженерного премиума. Скорее всего, такая щедрость вызвана очередной задержкой начала тестирования обновления. С выходом обновления 2.4 разработчики планируют опубликовать новую дорожную карту разработки.
В следующем видео, скорее всего, мы будем тестировать новые игровые фичи и делиться с вами новостями. Если тебе понравилось видео, поставь палец вверх и подпишись на канал, чтобы владеть актуальными новостями развития проекта. До новых встреч!